Я заканчиваю второй курс по медиакоммуникациям, и у меня есть предмет, который называется «Производство периодических изданий». И мы здесь делаем журналы. Мы с Полиной решили делать журнал, посвященный культуре Японии и его искусству, который мы будем раскрывать эту культуру не из серии типа «Куда сходить», «Что посмотреть». Мы будем же рассказывать это и влиять на читателя с помощью эмоций. Вот такой концепт. Так что добро пожаловать в путь создания прекрасного журнала. Была сделана уже одна обложка, которая нам не совсем понравилась в итоге, и в итоге мы ее решили переделать, и сейчас появилась идея взять за основу какую-нибудь работу какого-нибудь иллюстратора, художника японского. Значит, сейчас покажу, как выглядит первый вариант чувака, который популярный. Мне нужно сейчас писать этим авторам, говорить, мол, ребята, у вас такие крутые работы, давайте сотрудничать. Мне еще нужно это грамотно скомпоновать в сообщении, что типа, мы тоже не лохи, да? Короче, на самом деле уже хочется спать. Я сделала 5 пробных обложек. Это были настолько наброски. Я писала 5 разным людям, с разным количеством аудитории. Это были как и суперпопулярные, как и не очень, как и среднячок. И мне ответили. Я не ожидала, что вообще кто-либо нам ответит, потому что у нас, по сути, кроме как слов о том, что у нас есть журнал, как бы у нас ничего и нет больше. Ну, типа. И я не думала, что хоть кто-то согласится. Но согласились. И согласился. Главное, вот насколько нам повезло, что мне написала девочка. Я писала художнику, да, мне написала девочка, причем и мне написала девочка в моем телеграм-канале в комментариях под постом с обложками, она мне ответила, что она девушка одного из художников, и они рады бы посотрудничать. Так что мы разобрались с обложкой наконец-таки, выбрали классную, крутую обложку с иллюстрацией художника. Не помню, как зовут. Простите. Очень круто, когда ты имеешь возможность общаться с разными людьми из разных стран. Короче, я классная. Я думала, что мы безнадежные, но не все так плохо. Сейчас между тем, как писать всякие статьи, делать обложки, потому что я вчера весь день сидела, сегодня весь день буду сидеть, завтра весь день сидеть, потому что осталась неделя, у нас есть ровно ничего. Поэтому сейчас между написанием чего-либо я иду готовить брауни, который никогда в жизни не готовила. Всем good morning. Сегодня 3 июня. Сейчас я поеду с Полиной по типографиям, узнавать стоимость печати, узнавать, сколько все это будет делаться, выбирать, ну, типа, корешок. Мы вообще, на самом деле, не готовы. Половина там еще не сделана, но уже большая часть есть. Вот. Вообще, на самом деле, я немножко приболела. И это, конечно, косяк, потому что болеть времени нет вообще. А еще 16 числа мы уже сдаем журнал. Я буду выступать одна. Волнительно, да. Ну, что поделать. В общем, сейчас мы поедем по типографиям печатать пробные варианты обложки, страницы, чтобы посмотреть, как это выглядит перед тем, как печатать тираж, типа в 10 или там, в 5, сколько мы сделаем. Я не знаю даже, сколько мы сделаем. На самом деле мы ничего не успеваем. Вот сейчас 8:40, у меня еще в 12 я поеду на работу после всего этого.
Сходили, распечатали пробную обложку, разворот. Сейчас покажу. Оно у меня скручено, потому что это листы А3. У меня сейчас перерыв в работе. Обложка у нас бумага 300 грамм, глянцевая. Вся бумага глянцевая. Мы сделали примерно, обложку распечатали и один разворот полностью фотографии, чтобы посмотреть по цветам. Она, правда, скрученная, плотная, классная. Выглядит хайпово. И знаете, что самое клевое? Что мы сделали все правильно по цветам, и цветопередача на печати выглядит точно так же, как в онлайн-формате, на макете. Это один момент. Второй. Это уже страницы журнала, они тоже глянцевые. Они 130 грамм. Это интервью одного модника. Мы его так называем. Что сегодня на повестке дня? Сегодня на повестке дня очень-очень много дел. Мне нужно договориться по поводу рекламы. У нас нет ни одной рекламной кампании в журнале. Почему? Потому что, когда мы договариваемся с разными рекламодателями, все они просят что-то взамен, да? Вернее, это мы просим взамен, да? Потому что мы предлагаем им, вот, давайте, вы нас проспонсируете в печати, мы сделаем вам рекламу в журнале, там будет питчинг, и представим это, и что это будет видеть комиссия, весь факультет будет видеть это все. На что они отказываются и говорят, вот как будет у вас тираж большой, когда это выйдет в массы, тогда пишите. Или можете взять наши материалы и использовать это бесплатно в своем журнале. Думаю, бесплатно. Время – деньги. Поэтому нет. Ни одной рекламы нет. Мне нужно сегодня написать турагентствам, написать фотографу, потому что нужно разбавить. У нас там такие дизайнерские страницы, что нужно разбавить это все. Дел много. И еще у меня сегодня съемка, про которую я вообще забыла. Если бы мне девочка не написала, я бы просто забыла о том, что она у меня есть. Потому что у меня очень много дел, мыслей в голове, очень много пунктов и дел, которые нужно сделать, я просто забыла о том, что у меня съемка. Когда такое было? Никогда. Такие дела. До 3 ночи я писала тексты, завершающие для журнала, уже под конец, слова от редакции, прочее. Сейчас поеду я в типографию отдавать на печать, и я очень надеюсь, что до 16 числа они успеют напечатать 3 экземпляра, потому что времени 2 дня. Короче, знаете, в чем косяк? У нас образовался большой косяк. Косяк состоит в том, что сейчас я отнесла на печать журнал, а нам говорят, у вас должны быть отступы по 2 миллиметра. У нас этих отступов нет, у меня через час рабочий день начинается, я жду, пока Полина не в городе, я жду, пока Полина сделает отступы, я понесу опять туда и надеюсь, что я успею, потому что... А еще очень серо и пасмурно на улице. И ощущение, что сейчас пойдет дождь. И как-то я уже сходила, кофе попила, хочется спать. Но мои мешки говорят об этом. Послезавтра у меня... питчинг. Я не выхожу на питчинг, я выхожу на выставку. Подождите, я просто 2 влога одновременно снимаю, я забыла, что я об этом не говорила, подождите. В общем, по журналу у меня должен был быть питчинг, где я должна буду рассказывать про журнал, в общем, презентовать его комиссии, редакциям, факультету. Но, к сожалению, из-за некоторых косяков в верстке у нас там не сходятся картинки на стыке внутри самого журнала, поэтому мы решили, что кривой косой журнал мы презентовать не будем, мы просто выйдем на выставку, покажем его и на этом закончим. Но проект я все равно буду дальше развивать, и об этом буду рассказывать, так что можете подписываться на мой телеграм-канал. Там я буду все рассказывать, все подробности о журнале, и не только, о моей жизни в целом.
А вообще, по секрету, готовится телеграм-канал про журнал, ну, журнальный. Питчинга не будет, презентовать я журнал не буду, но, знаете, на самом деле обидно, да, но с другой стороны, моя асоциальная сторона, которая не хочет вот этих паблик спичинг, да, Мне позвонил декан. Являюсь ли я активисткой, чтобы декан мне звонил? Нет. Как бы, чтобы вы понимали, ну, нет такой тенденции, чтобы мне звонил декан. Он мне позвонил и сказал: тут до меня слухи дошли, что вы отказываетесь от защиты. Я говорю: да. Объясняю ему все косяки, что вот у нас там криво, ничего не сходится, не хочется презентовать стрёмные журналы. И он говорит, типа: Тань, я видел ваш проект, вы обязаны выйти, даже с тем, что у вас есть. Я думаю, ага. Окей, хорошо. Я сейчас вообще я уже должна выходить. Сейчас поеду на прогон всей истории. Выступление должно длиться 5 минут, у нас там 10 человек презентует. Готовилась ли я? Нет. Я вчера, и он мне позвонил вчера, чтобы вы понимали, не заранее, то есть у меня не было подготовиться времени никакого абсолютно. Он мне позвонил в 9:30 вечера, я была на работе. Я готовилась буквально, минут 15 назад, я что-то там написала себе, на презентацию глянула, и сейчас поеду прогонять ее выступление. Как бы я уже, понимаете, я себя настроила на то, что я уже, все, я не буду выступать нигде, а тут надо морально подготовиться. У меня нет времени морально готовиться к этому. Просто нет, потому что мне в лоб сказали: ты идешь. Моя асоциальная сторона просто в панике, ребят. Публичные выступления, я понимаю, что все будет нормально, и это мне просто, все будет ок. Но, я сейчас поеду на прогон, оценю вообще масштабы всей ситуации и буду уже смотреть. Это, конечно... Забрала с печати журнальчики. 2 экземпляра, и, они такие тоненькие на самом деле, хоть тут и 36 страниц, но он очень крутой, ребят. Я когда его первый раз открыла, сейчас я вам покажу мою статью, где я рассказываю про мифологию Японии через Наруто. Это просто шедевр. Это вообще, это мой любимый разворот. Я шикарна, а Полина еще лучше. Вообще, чтобы так дизайнерить, чтобы так это вообще, это потряс. Завтра уже будет защита большого проекта, я не готовилась вообще ни к чему. Сходила на предзащиту, вроде как защитилась там, мы репетировали, да. Прогон, сделали. Очередь нам не сказали, скажут завтра, либо сегодня вечером, либо завтра утром. И будем уже выступать. Стрёмно, да, очень стрёмно. На журнал полный хайп, ребят. Мы его доделаем с Полиной. Сделаем его толще, сделаем корешок, не этот обосранный со скрепками. Мы сделаем нормальный корешок, толстый, склеенный. И все, и вам жопа, ребят, И тоже взяли у него интервью. Таня, у меня трясутся руки, контента не будет. Добрый день, меня зовут Первый проект — это Ютио. Моя! здесь. Тортик! Мало того, что у меня первое место из всех журналов, не первое, самый лучший из всех журналов, так у меня еще призы зрительские симпатии, там голосовали. Это я постаралась. Сейчас мы идем кушать торт. Что ж, я дома. Это просто, это невероятно. Это
Когда уже все выступили, когда уже нам сказали, что сейчас жюри будут выбирать лучшие их проекты, 3 лучших проектов из всех, я, конечно, знала, что мой проект крутой, но я не рассчитывала, что я вообще хоть где-то выиграю. Для меня было таким удивлением, что наш журнал занял 1 место среди всех выступающих журналов, и это выбрали жюри. 2-я награда — это зрительские симпатии. Я просто решила забрать все, видимо. Мне кажется, люди, которые там выступали, они меня просто ненавидят. Но, ребята, извините, не специально. Я очень, на самом деле, была удивлена. Ну, типа, насчет зрительских симпатий я предполагала, потому что практически вся моя группа меня поддерживала. Я понимала, что по зрительским симпатиям, скорее всего, я могу лидировать. Но чтобы жюри выбрали мой проект лучшим... Блин, на самом деле, я очень нервничала, ребят, на нервах. Ребят, когда ты выходишь... Я человек, я не стесняюсь ничего особо, я уверенный в себе человек, все дела, но мандраж и волнение перед выступлениями, оно есть всегда. И когда я вышла... Ну, короче, ты несешь, вот ты, когда выступаешь на публике, ты не особо даже вникаешь, что ты говоришь, ты просто говоришь. И поэтому у меня, кстати, ощущение складывается неполноценности какой-то, вот как будто я не до конца выложилась, как будто я могла бы больше и там лучше рассказать. Но, господи, на волнении, на волне волнения вылетает из меня фраза «коренные японцы». Японцы, которые живут в Японии. Это вот цитата. И прикол в том, что я сижу, я рассказываю это все. Я понимаю, что я сказала, и думаю, зажила аудиторию, думаю, повеселим народ. Потом моя одногруппница цитирует меня в своем телеграм-канале, а я уже, когда ты сказал, ты уже не помнишь, что ты сказал. Я еще такой человек, я могу что-то такое словесно выдать, и потом забыть через 30 секунд, что я вообще сказала. Боже, я думаю, вот это я, конечно, дала. Ну, все, цитируем. Сборник цитаты Татьяны, короче, собираем. Мне, кстати, сегодня очень много слов приятных сказал и декан, и преподаватель, и мои одногруппники, и вообще люди с потока, которые там сидели, все подходили мне, говорили, что какой классный проект, типа, что я молодец. Я думаю, блин, я чуть не заплакала там. Это настолько приятно, когда ты делаешь огромную работу, вкладываешь столько времени, сил. Я не знаю, сколько любви и энергии было вложено в этот проект, и когда ты получаешь такой фидбэк, когда ты забираешь все награды, и когда каждый тебе подходит и говорит, как круто, ребят, я там чуть не зарыдала. И на самом деле большое спасибо, ребят, тем, кто поддерживал активно этот проект, потому что действительно журнал получил очень большой отклик с аудитории, очень многие хотели поучаствовать. Реально спасибо каждому, кто проявил интерес, кто поучаствовал. Особенная благодарность — это Полине, которая нас связала с художником, который предоставил нам обложку. Это просто вообще потрясающий журнал. Очень мощный, очень сильный и весомый по качеству интервью. Они реально весомые, потому что взять интервью у японца — это очень сложно. Правда, люди очень закрытые, зажатые и, как правило, неразговорчивые. Они очень мало говорят. На самом деле, вот правда, большое всем спасибо. Мы с вами увидимся еще в следующем выпуске. Следите за телеграм-каналом моим, за телеграм-каналом журнала. Я еще не знаю, будет там что-то или нет. Он как бы есть, но он пустой, потому что как бы еще продвигать нечего как такового. Ну, в общем, увидимся с вами.